Приветствую вас, друзья, на канале Алекс Титанов. Пока не очень популярным, но в будущем очень и очень популярным. Дебильное приветствие, согласен. Сам высоцо любить. Любовь не шел и не шел, но еще любовь. Любовь не шел и не фанат из скаля, канал изурцавывается. Хей-хей, приветствую вас, друзья, на канале Алекс Титанов. Сегодня у нас в Германии выходной, праздник Herrentag, и мы с Руськой, Симпопуськой, вот она, едем поискать тайники, прокатиться, прошвырнуться, пожечь калорий. Оставайтесь с нами, смотрите, будет интересно. В этом выпуске будут, как обычно, как всегда, велосипеды, велотур. Прокатимся, сделаем километров 30 немного. Поиск геотайников в замечательной игре Geocaching. Ну и вот так вот. Смотрите до конца, ставьте лайк, подписывайтесь, друзья. Это же бомба контент. Погнали! Опять рапс, да. Даже, может быть, я его в прошлом видео снимал уже. В общем, не знаю, Ирусин велосипед. Прикрутил я ей новые ручки, такие эргономичные, как у меня, с подставкой для ладони и с короткими рожками. Такие за 10 евро я купил, за 14. Ну, конечно, качество не таких, как у меня. Ну, все лучше, чем простые. Это раз. Во-вторых, с ее велосипедом я смотрю, рама ей какая-то не особо подходит. Что-то она каком-то никля с этой рамой. Я думал, она универсальная, как бы унисекс, мужская и женская. Она что-то сложно запрыгивает на эту раму, блин, я не пойму. Походу, ей надо было такой вариант такого велосипеда, только дох женский. Там были с такой рамой, как бы низкой очень. Но я думал, это отстой вообще. А сейчас вижу, что имел бы смысл для нее. Рапсик. Эти мотоциклисты там стоят. Я еще ехал от бабки, они стояли. И так они до сих пор там и стоят. 3 часа уже. Вот, что я хотел сказать. Я говорю, сейчас мне придется на Ирином телефоне включать навигацию, потому что у меня интернета-то нету. А у нее как раз такая сумка новенькая, прикольная. И мы ее задрали вот так вот высоко. Я такой сейчас смотрю, еду, блин, что-то высоко ее задрал. А потом подумал, а будет удобно сейчас, если навигацию включить, туда под фолию, под клееночку положить телефон. Будет удобно смотреть. Вот, друзья, едем, значит, искать тайники. Тайник, кстати, Форзик Кися. Ага. Тайники, кстати, 2,5 звезды. Вон такой у него Ренрад. Сложности, что означает, что его не так просто будет найти. Хотя описание тайника абсолютно простое. Буквально 2 предложения. Подсказка, типа все выглядит очень просто, Кися, тайник. Но некоторые его не смогли найти. Вот, 2,5 звезды сложность. Надеюсь, мы найдем. Поэтому я выписал на всякий случай еще один тайник. Но он тоже 2,5 сложности. Звезды. Но этот уже все находили. Он там рядышком прямо. Посмотрим, что сможем найти, а что нет. Какой сможем, какой нет. В этом году решили поехать на Herrentag в этом направлении, потому что мы всегда ездили на Herrentag. Ну, кстати, не все время 9 мая, а вообще на когда и чего. Я посмотрел вот в моем пятибуке в прошлом году, в позапрошлом, мы никуда не ездили 9 мая, ничего не отмечали. У меня там вообще больничный, я в прошлом году болел на 9 мая. И я думал, он всегда на один, походу он сдвигается, это все, да? В общем, в мае это все дело, этот праздник, какого числа именно не скажу, как он там, по этому религиозному календарю наверняка двигается, все передвигается. Мы все время ездили туда в сторону моря,
А так как это немецкая маевка, это наша маевка, только это немецкий вариант нашей маевки. Мужики, это вот тот день, когда можно бухать вот просто безнаказанно, сколько влезет. Ну и кто этим занимается? Молодежь, конечно, на природе бухают, и вот они с этими повозками, с пивом, ящиками пива всегда туда, в ту сторону моря. И мы каждый раз на Herrentag в этот день, в этот праздник, выходные, и мы все время, конечно, на велосипеде, первое тепло, весна. И мы все время в ту сторону, в этот день, в сторону моря, и всегда там на этой дороге забито этими пьяными подростками, они с этими тележками пива по этой дорожке туда, сюда, туда, и их хрен объедешь, потому что они идут толпами, все пьяные. Вот я такой в этом году, стоп, почему мы там ездим? Давай просто поедем в другую сторону. Тут еще более живописные места, и людей вообще никого, даже на Herrentag. Поэтому мы сегодня решили двинуть в другую сторону. Помнил, аналог это вот Herrentag, это аналог нашей маевки, один в один, только еще похлеще, по-моему. И проблема, я стал забывать слова, которые редко использую в лексиконе, русские слова. Это КРУ, я стал меньше читать, вернее, я вообще перестал читать, но так как увлекся вплотную рисованием, теперь вообще перестал читать. Вон, кстати, серферы, кайтсерферы, там на заливе. Мека у них, кайф-серфингистов. Вон они летают, не знаю, видно, нет, там их штук 20 парашютов ихних. Ну, такая вот проблема. Хорошо, что я веду канал и хоть что-то болтаю, и хоть буду периодически вспоминать какие-то нормальные слова из нормального лексикона, кроме мата-перемата. Какие-то еще приличные, интересные слова буду вспоминать. Хотя это вообще простые, аналог. Я забыл. В общем, план у нас такой. Найти тайники. Минимум 1, максимум 2. Я думаю, Кися, я не помню. Налево. Налево. Вроде бы. Это не точно. Найти тайники. Нагулять аппетит. И на обратном пути заехать и купить дёнеры. А, еще я вам покажу, какие мне подарки подарили дети. Они сегодня с утра заходили прямо. Едем, Кися. И они сегодня приходили с утра поздравить с Herrentag'ом. Это же типа мужской праздник. Я вообще не был готов, потому что я это всерьез не воспринимаю как праздник, как тем более мужской праздник. Это бред какой-то. Ну, ладно. Пришли. Не предупреждали, вообще нежданно-негаданно, вообще полный сюрприз. Ну, подарили цветы, маленький букетик цветов мне. Это вообще меня просто в ступор подвигает. Нет. В общем, приводит вот. Прямо, Кися, прямо. И подарили такую закрывашку на бутылки с вином, ну или какие-либо бутылки алкогольные, закрывашку такую с велосипедом и велосипедистом, такая металлическая закрывашка, ну вот как бутылки, когда бутылку вина открыл и не выпил все, и надо чем-то ее закрыть, чтобы она не выветривалась, вино, например, вино. Такая вот закрывашка велосипедная с велосипедистом. Заморочились, короче. Где-то нашли, купили, ну, заморочились, красавчики вообще. И такой набор шоколада в виде велосипеда и велосипедных там аксессуаров. Там звоночек такой велосипедный. Что с ним не так? Что он в этом едет? Что он не может въехать? Звоночек там велосипедный, велосипед шоколадный, там что там еще, насосик, я не знаю, там не рассматривал, там такая упаковка небольшая велосипедных шоколадин. Ну, прикольно, было очень приятно, и такой, я подумал,
Ну вот прямо это называется, если ты уже болеешь велосипедами, то болею уже всерьез, как бы. Если ты вот велосипедист, то прямо должен быть им во всем. И если ты попиваешь, побухиваешь, то закрывай, пожалуйста, бутылки вина велосипедной крышкой. А если хаваешь углеводы, то будь добр, велосипедные ешь. Тогда будет все совпадать, соответствовать. В общем, им огромное спасибо, очень я тронут. Очень-очень было приятно. Двинулся я с заказом нового велосипеда. Они ответили, хендлер, продавец. Все в порядке. Типа, сообщите нам ваши данные в этом Динстрат, в этой организации, которая это все поддерживает, финансирует. Типа, не переживайте, все ништяк, все у нас под контролем, все порешаем. Я им там типа же написал, что я хочу замок еще добавить и педали. И все, в общем, все под контролем. Еще все не полностью не решил, не организовал. Но все в процессе и виден уже положительный результат некий наметился. В общем, это все будет сделано. Я сейчас вижу, что это все решаемо. Ну, блин, уже радуюсь. Это, конечно, уже офигеть. Живописные, очень живописные места. Это наш залив. Только вот народу сегодня все вандруют. Сегодня никто не сидит дома. Полицаи здесь стоят. Катеров куча. Сегодня все едут на природу. Кто на что гораздо. Едут, идут, плывут. Красавчики. Велосипедоны серьезные. Это я так поснимать. Поехали дальше. Тут полицаи. Ага. Люди сидят, кушают, выпивают. В общем, хером так. Настоящего нет. Всегда выходной. Всегда. Так, нам по той тропинке, если нам туда. То всегда надо на природу. Мы вот по этой тропинке ехали в прошлый раз. Здесь прямо тропинка. Вот здесь прямо есть какое-то информационное Хафенмайстер. Туалет. Прикольно, кстати, маленький порт. Целое такое здание. Лунка к нему. Вот в лес прямо. И вот он, этот лес, где я вчера или позавчера уже запутался. Позавчера. А? Это вот этот лес, который я тебе рассказывал. Вот это он начинается здесь. Я что-то думал, что это под лесом. Ну тут вот там 8 минут надо проехать. Но он огромный, этот лес. Я был уверен, что тайники под лесом. Окей. Это шикарный лес, друзья. Я вам скажу. И вот это вот навигация, прерывающаяся полоска синяя, меня настораживает. Это выглядит так, что там нет дороги, этот кусочек. Совсем. Здесь корни. Вот здесь вот погонять бы, я бы погонял. С Ирой не погоняешь, конечно. Но все сухо. С дорожкой. Я послушал свое предыдущее видео, в общем, я там что-то жаловался. Всерьез-то это не воспринимать. Шутка. Ну, в полную серьез, скажем так. Мне это хотел сказать, что я там в наушниках был.
Музыка орала в наушниках. Я что-то говорил, рассказывал на камеру. И при этом сопел очень громко. Не знаю, сейчас вот я буду так сопеть. В общем, когда музыка играет в наушниках, ты сам себя не слышишь и дышишь прямо так громко. Корова. Выглядит так, что я так забыхался. Капец, что-то ехать и рассказывать. На самом деле это из-за музыки в ушах. Здесь, конечно, дорожка коренья. Будь здоров. Дай бог каждый. Где-то трасса. Ладно, уже трасса. Надо будет сейчас по этой трассе еще чуть проехать. Чуток. Это Ира там отстала, на этих лесов боится до чертиков. И зачем-то поэтому отстает. Хотя логичнее было бы держаться ближе. Если ты боишься, она начинает отставать. Видимо, страх сковывает ее движение. И она начинает медленнее ехать. Так, мне надо сейчас перебраться на трассу. Ну, это такая трасса, тут мало машин. И еще проехать по ней. Язычков не вижу, но вроде 7 минут. И там такой идеальный асфальт. Мало машин. Погнали. Кися! Нам надо 5 минут по трассе проехать, но здесь машин вообще нету. Я здесь позавчера ездил по этой дороге. Она шикарная. Тут позавчера никого не было, а сегодня в праздник и тем паче никого не будет. Погнали. Едем. На экшн камере, которую я снимаю, выставил выравнивать кадр по горизонту. Ну вот мне интересно, как он выравнивает по горизонту, когда этого горизонта не видно. Вот как здесь в лесу, например. Потому что меня задолбало, что у меня все видео какие-то оси-коси-накоси. И я такой, до меня дошло. Зачем эта функция полезная? И половина этого видео будет со старым режимом, а половину с новым, с выравниванием по горизонту. Посмотрим, будет ли разница. Вот. Как это будет все выглядеть. Если нам здесь направо. Это что за? Это что за дорога такая, которая не выглядит как дорога? Еще 1 минута где-то здесь. Вот нам сюда. Тут таки дох есть дорога. Мы приехали. Интересные места. Мне тут лес прямо тянет, завораживает. Навигатор показывает еще 1 минуту. И тут уже мы куда-то в какие-то дебри. Так, стоп, нам не сюда. Это нам не сюда. Нам куда-то туда. Язычков. Ну, 1 минута. 600 метров. Где-то он туда он хочет, чтобы мы пошли. Один. А тут-то и дороги-то нет. Дам ты шайся. Ерунду, здесь прямо туча комаров нас облепила. И не сюда тоже. Так, куда? Алло, навигация. Вот здесь комары. Мне вот интересно, что комары ждут, когда здесь нету людей.
А я так понимаю, они же здесь не часто. Вот в этих лесах, вот эти тучи комаров. Там типа диких животных. Ну, что там тех диких животных? Они еще все в шерсти. Попробую у них ту кровь. Тут тропинка прямо. Но она нам не нужна. Вон тропинка. Так. Это не здесь. Навигация шпиновая. Комаров. Она, по-моему, вообще на одном месте просто стоит. Такое впечатление, что вот нам надо вот туда направо. Там никакой дороги-то и нету. Вон туда направо. Или вдох тут что-то есть. А, вот тут есть дорога. Тут вот нам эта дорога нужна. Затупил. Покажи еще раз мне просвет. Иди в баню, 15. покажи один раз. 15. Один раз? Смотри, сколько комаров, туча. Давай быстрее. Вот эту кнопку, Какую? предпоследнюю, вот, нажимаешь и держишь. Таким образом выключаешь, ее же нажимаешь и держишь, включаешь. Предпоследняя. Как Блин, посмотри. Ну, Кися, ну Погнали, вот она последняя. Что ты кричишь? Вот так вот и живу. Да. Вот последняя. Иди в баню, все, разбери. Вот предпоследняя. Так, показывай, как включить, выключить. Давай. Шо вы говорите? Бедная несчастная. Так. Потому что мы должны были к тайнику подъехать с другой стороны и не въезжать в лес. А так как мы поехали другой дорогой, нам пришлось через лес ехать. Вот. С Ирой через лес ехать так себе удовольствие, потому что она их боится, этих лесов. Ехать там не может. Все. Ступор, паника. Нас едят дикие животные. Лошадки. Но благо мы выбрались, никто нас не съел. И подъезжая к тайнику, все показывает еще одна минута до тайника, и так уже последние полчаса показывает. Шучу, последние 10 минут точно. Все. Прямо у тайника. Амвальд. Дорога называется, улица. К лесу. Ну, точнее, у леса. Все, приехали. Кися, приехали. Вот наше дерево, вот наши камни. Там вроде бы написано что-то про камень. Начинаем поиски. Не все нашли этот тайник. Что может быть, что мы тоже не найдем, потому что такие сложные тайники, у меня с ними проблема. Итак, читаю задание. Дело в том, что камера включается после того, как на кнопку нажмешь, еще проходит секунд 15. Задание к тайнику. Heute. Diesen Baum findet Juniorschön. Короче, дети находят юниор, да, дети находят его хорошим, прикольным, классным.
красивым это дерево. Der Ketche soll so много alt werden wie der Baum. Короче, это такое старый тайник, как и это дерево старое. Так, wir schauen mal, wie alt wird. Короче, они хотят посмотреть, как долго, каким старым будет этот тайник, сколько он пролежит. Viel Spaß hier, Junior seine Idee. Короче, это ихнего юниор, это типа младшего. Это идея младшего, этот тайник спрятать. Дополнительная подсказка Баймштайн. Все. То есть тут Баймштайн. Байм это вообще, вот как вот ты понимаешь байм, Кися? Это... Около. Блин, около это ам. Почему байм? Это как будто и не внутри. Я не знаю, байм. Вот этот прямо катается, слушай. Камень. Смотри. Дохлая ящерица. Какая-то змея. Оставь в покое змею. Баймштайн. Давай координаты. Hallo, Was sucht er denn? wir suchen Geocaching. Ach so, ja. Ja, Ja, na dann viel Spaß. danke. Это штрафинг или нет? Я? Sehr schön. Ты все снял контент? Да. Шикарный. Красивые. Так. Тут камней было. Ага. Не можем мы найти. Написано было, обратите внимание на шпоры. А на шпойлере фотография вот этого камня огромного. И что ты с этим камнем сделаешь, как бы? Он просто уросший в землю, и он весит не 1 тонну, наверное. И никак тут камень никак не раскрывается, не открывается. Под него никак ты не залезешь, не подлезешь, не поднимешь, не сдвинешь. Нигде здесь нету ни миллиметра, чтобы в нем что-то спрятать под ним. Рядом с ним тоже ни черта.
последний отписавшийся комментарий человек под этим тайником написал, что не нашел тайник, не нашли они, это 2 мая не нашли. В общем, мы тоже не можем найти, мы уже подумали, что типа шполер, подсказка там, смотрите, шполер, там фотография камня, и в то же время сама подсказка звучит. А вот это описании посмотри, тайника. вот эту дырочку. Вот это я только что, это я вставил только что. Сама подсказка в тайнике написано Баймштайн, то есть у камня. И может быть это дерево, это у камня, о котором идет речь. Ну вот такая вот история, друзья. Последний, как я говорил, последний искавший не нашел 2 мая. И мы походу тоже не найдем. Потому что это, конечно, неправильная остановка. Но, на дереве оно такое ветвистое, то в принципе можно залезть. 2,5 звезды все-таки это сложный тайник. Наверное, на дереве, кстати. Да ну. Вообще, что ли? Я в детстве вот такие. Verrückt. Verrückt. Ну хватит. Ну что ты выдумываешь? Ну кто будет тебе там прятать? Не знаю. Но можно еще повыше. Не надо. Но есть ли смысл? Понимаете? Над тобой уже и так все смеются. Все больше не места. Все. Ну уже не смешно. Ну ладно. Если не смешно, тогда надо, значит, хватит. Потому что тогда это неинтересно, должно быть смешно. Всегда должно быть смешно, друзья. А если не смешно, то нефиг и ладно тогда. Я считаю, всегда вот так я считал. Also. Вот. Настоящие геокэчеры ищут до конца. Этот тайник зря я лазил по деревьям. Едем искать следующий тайник. От этого же тайника закладывателя. Этот же чувак. Тоже опять 2,5 звезды. Что такое, акация или что такое здесь желтое? 2,5 звезды сложность, то есть он тоже будет непростой. Но, по крайней мере, я читал все комментарии к нему, его все находили. А этот последний комментарий к этому тайнику, последние люди его не нашли. Поэтому будем надеяться, что мы следующий тайник найдем таки. До него 3 минуты, 750 метров. Вот, ехать. Погнали. Катайся, не перекатайся. Дорога широкая, укатанная. На велосипеде гонять. Просто одно удовольствие здесь Китя на велосипеде гонять по таким дорогам, по лесу. Все, мы приехали. Та-да! Так, дорога. Спешиваемся. Контент получается не изменит. Так, ты включилась? Угу. Значит, в задании написано следующее. Мы приехали к следующему тайнику. Я нашла. Серьезно? Да. Я тоже. Нет. Вот это. Вот это.
А, да. Ой, я понимаю, 2,5 звезды спрятано. Вот это вот число 1953 год, видишь? И здесь написано, даже будучи детьми, мы видели несколько таких деревьев. И там была фотография этого дерева 1953. В основном русской форме, что в этом лесу связано с бывшим заводом по производству амуниции. То есть русские, здесь был какой-то завод по производству амуниции во времена ГДР. Здесь много таких деревьев с датами подписанных. Хотел показать вам это дерево, желаю хорошо провести время. ПС Трой в отпуске, наверное, уронил банку. Какая-то бредятина. В общем-то, была фотография вот этого дерева и этой даты 1953. И тут их таких много деревьев. Вон они все расписаны. Да, и здесь какое-то было русское, советское производство амуниции в этом районе где-то, не знаю. И здесь шастали, соответственно, солдаты. И я таких деревьев видел, я в Шверине видел, там 47-й год был вот такой вот подписанный. Да. Альдо, друзья, вот он тайник. Походу там его нету. Зря мы лазили по деревьям. Ира тоже хотела залезть на дерево и еле отговорил ее. Думаю, ну нафиг, нету походу здесь тайника. Та-да, та-та-да. Это, друзья, 142-й найденный нами тайник. В игру Geocaching мы играем уже 3 года. На секундочку, кися. 3 года. И это за 3 года мы нашли 140 тайников. Кто-то скажет, что это немного, но это и немало. Так, что? Снимай. Азо. Вот это вот логбук так называемый. Места здесь еще много. Я сейчас беру ручку. Вот люди, которые его нашли. Он был с 2022 года. С июля месяца 2022 года. То есть он не старый. Мы там тайнику 2 года за 2. Может до этого меняли, да. Но вот за 2 года вот это вот столько людей его нашло. Тут человек 40. По 20, кажется. Человек 40. Какое 9-е. С праздником вас, друзья, еще. Сегодня День Победы, на секундочку. Нами. Просто уже в последнее время так все перепуталось и стало то, что раньше было типа прописными истинами, сейчас уже все подвергается сомнению. Кися. И ты такой уже, когда что-то хочешь сказать, не надо мне тут крупным планом нос снимать. Ты такой уже задумал, День Победы, а надо говорить вообще или не надо? Это режиссер. Я говорю, когда включать камеру и выключать. А не оператор, он не решает, когда что делать. Он просто нажимает на кнопку, когда ему говорят. А самодеятельностью он не занимается. Альзо, сегодня 9 мая. День Победы над фашистской Германией. И мы сейчас в этой Германии ищем тайники. И мы победили их только что опять. Нашли их не тайник. Ну ладно, не победили. Мы сделали. А что вот важно, не снимаешь. А важно, как мы можем кладем. А разве это обратно надо? Конечно, мы же туда приехали тайник искать. Это же подсказка. Его надо вытащить потом. Мы же для русскоязычных, а здесь их нет. Мы только одни в Германии русскоязычные геокетчеры. Поэтому мы можем не бояться, что это будет спойлером. Потому что кроме нас, русскоязычных, больше никто не ищет тайники в Германии. Опять выключил. Или ты только включил, только что? Что ты за оператор такой? Включает, я что говорю, она выключила. Какую-то фигню включает. Все, друзья, мы нашли 142-й тайник. Сейчас включена камера или нет, я уже не знаю. Не говорить или нет? 30 километров велотур, едем обратно. Все, 142-й тайник. 9 мая справа. Все, финишируем. Мы уже в нашем Тангартене. И Руся, короче, там где-то он сзади где-то потерялся.
что я сказал, поехали по дороге, а она поехала по тротуару, потом машины припаркованы. Короче, все это взяли едет просто посередине. И все это затянулось у нее, вот стою уже, жду ее 5 минут, вон она появилась. Боится ездить по дорогам. Я тоже не люблю, но у нас тут, хотя сегодня вот что-то оживленно, но у нас тут можно и по дороге. Мягти какая здесь, вот так все, она уже спешилась. Совсем плохо. Что-то не может она справиться. Окей. Хотел я, собственно говоря, хотел показать вам вот нашу местную достопримечательность. Фонтан. Надо понимать, что у нас городочек, ну, очень маленький, но у нас все равно есть свой фонтан. Вот такой вот, друзья. Сак. И прямо за ним вот следят, включают. Подсветка там есть, он вечером, ночью он светится красиво. Дёнеры мы решили не покупать. У нас там мясо мы разморозили шашлычное, там Мируся сделала прям вкуснейшее. Кися, ну как, что ты? Едем домой, не? Погнали. Будем сейчас это мясо делать. С хлебушком, с рисиком. Дёнеры пока не будем сегодня покупать, купим на выходные. Все, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик. Кто до этого места досмотрел видео, это шикарно. Мой вам личный респект и уважуха. Все, всех благ, всем мир. Пока-пока. Дома и Руся решила поехать по дороге.